Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Ребята, у нас сегодня джерки, свиные, говяжьи, ой, курячие и, конечно, карамелизованный апельсин. И для этого нам понадобятся вот такие продукты. Ой, не знаю, с чего начать. Начну, конечно, со сладкой жизни. Это сахар для карамелизованного апельсина. Здесь я поставил 2 апельсина, нам нужен килограмм будет. Здесь корица, ванильный сахар, гвоздика. Ребята, вроде... и водичка вот мне нужна сюда. Давайте по говядине. Сразу начнем с правильных продуктов. Коньяк. Где-то бутылочки 1,5-50 грамм сюда. Говядина. Специи. Здесь соль нитритная смешанная, паприка, черный перец, сухой чеснок, кориандр и здесь острый перец. И сюда еще идет рыбный соус и апельсин. Дальше. Коньяк опять. Почему я сказал 1,5? Потому что вот делится все. Куриная грудиночка. Здесь у нас соль, сахар, острый перец, чесночок, паприка и лайм. Ребята. Коньяк. Опять. Видите, почему? Я же говорю, чем больше бутылка, тем лучше. Свинина, конечно. Здесь у нас паприка, чесночок, сахар, черный перец, мускатный орех, острый перец, кориандр, имбирь и соль, конечно. Вроде все перечислил. Ребята, все описание по каждому продукту, который здесь на столе, смотрите в описании этого видео. Сейчас раздвигаем и пошагово начинаем готовить, потому что немножко процесс маринада затянется на 3 дня. Каждого мяса точно на 3 дня. Ну, апельсины можете почти что, если вы не будете спать всю ночь, завтра кушать. Увидите. Ребята, начинаем со свининки. Разрезаем сразу на 2 части. Ребятки, не сильно толсто, но не сильно тонко, потому что потом нам придется работать с ней в духовке. Я думаю, вот такими вот кусками. Всегда подморозьте в холодильничке и вот такими вот кусочками ее потихонечку нарезаем. Все, перерезаю, возвращаюсь. Ребятки, нарезал свининку вот такими толщиной. Не надо сильно, 0,5 где-то, вот и все. Все, можно в мисочку, пусть размораживается. Нам все равно уже дальше нужно мариновать ее. Она не должна быть заморожена. Но пока размораживается свинина, мы занимаемся курицей. Курицу вот тонкий край, видите, вот есть толстый, давайте с толстого края. Толстый край вот я просто режу вот как есть. Раз, та же самая история по 0,5 миллиметра, то есть полсантиметра. Вот таким вот вариантом. Ребятки, дальше с говядиной разбираемся. Джерлики это, грубо говоря, сухарики мясные. Но я хочу сделать для вас не просто сухарики, а чтобы они были идеально вкусные, тянучие, вот как кальмары. Вот вы кушали когда-то кальмары, там креветочные кальмары, обычные кальмары. Вот такие вот я хочу сделать именно не то, что чтобы зуб сломало, а вот просто тянулось так, и пивасиком раз и все. Идеально. Делаем дальше. То же самое с говядиной. И наши джерки нарезанные немножечко растаивают, чтобы потом замариновать их. И традиционный анекдот от меня. Одесский анекдот. По привозу идет человек со списком. Там, морковочка, помидорочки. И вот продавщица такой: молодой человек, говорит, идите сюда, говорит, вы еще не купили у меня, говорит, апельсин. Апельсин? А у меня апельсин в списке нету. Молодой человек, подойдите, я вам запишу. Апельсинчики, мандаринчики, апельсинчики. Конечно, апельсинчики нам нужны для нашей говядинки. Мы выдавливаем сок одного апельсина. Вот здесь у меня такая ручная электросоковыжималочка. Отодвину как раз говядинку пока, чтобы вам показать крупным планом, как это все делается. Все, выдавливаю сок
одного апельсина и возвращаюсь, конечно, к вам, друзья. Это будет просто бомба. И наша говядинка порезана. Еще раз посмотрите, она растаяла. Покажу, как она выглядит, растаявшая. Вот. Ну, еще один кусочек возьму. Разницы нету, все равно выглядит абсолютно одинаково. 0,5 примерно. Все. Отправляем апельсиновый сок. Одного апельсина сюда же. О, есть. Соевый сок. Коньячок. Это грамм 50. Соус рыбный. Все перемешиваем. Вот так вот, чтобы оно плавало прямо. Ребята, потом расскажу, что с этим соусом делать. Вы не выливайте его. Вы потом выставите, когда будем... Ну, короче, все. О, аромат пошел. Просто апельсин, коньяк, все. Я не говорю за все остальные ингредиенты. Уже можно на этом останавливаться, уже вкусно. И, конечно, все специи, которые будут описаны в этом видео. В описании этого видео, если правильно. Вот так потихонечку перемешиваю их всех. Вот так вот. О, видите, какая красота. И потихонечку добавляю. Вот, часть добавил, перемешал. Часть добавил, перемешал. Все хорошо, тщательно размешиваем. Пересыпаем в баночку. Я пересыпаю и на 3 суток отправляем в холодильник до того, что мы будем с ними делать. А мы будем делать двойное приготовление. Это будет духовка и вялка в обалденной сушилке натуральной. И продолжаем мы дальше мариновать наши, как говорится по-русски, хрустики вкусные, тянучие под пиво. Вот такие вот. Здесь у нас свининка. Берем коньячка сразу сюда. Вот от души так. Грамм 50. Ах, ребята, если бы у меня была бутылка коньяка, я бы с вами уже не дружил, как говорится. Ну ничего, дружим дальше. Продолжаем готовить. Специи. Все будет в описании этого видео. Здесь и ты, и си, и мы, и сахар, и соль, и паприка. Часть вот так вот перемешиваю, как всегда, в одной тарелочке. О, коктейльчик делаю. И потихонечку начинаю вводить специи, начинаю потихоньку перемешивая вместе с коньячком. Вот так вот. Еще часть. О, постучим. Что там застряло? О, уже хорошо. И эту часть. Всю эту часть сюда. И все перемешаем тщательно. И, конечно, готовьте следующую баночку на 3 дня в холодильник. И следующим наш маринад. Нам нужно либо лимон, но у меня, конечно, шикарный цитрус под названием лайм. Грубое название, но вкусное. Более ароматный, более сочный. И, конечно, очень сочетается со спиртными напитками. Дальше мы выдавили сок лайма, выливаем. Если вы хотите, особенно цедру лайма, верните сюда же. Я вот вернул, честно говоря, не буду скрывать от вас. Вы видите, зеленые крапления, это цедра лайма. Вот так вот перемешали. Потом коньяк, ребят. Специи в последнюю очередь. Главное коньяк. Вы знаете, взяли лимончик, все, коньячочек. Вот так вот перемешали хорошо. Ну что, на этом можно и прекращать. Как оно пахнет. Ой-ой-ой-ой, господи, ну что ж такое? Зачем я это вам все готовлю, чтобы вам было вкусно? Все можно было скрыть, но не скрою. Я все вам расскажу полностью от А до Я. И перемешиваем, как всегда, в тарелочке специи и потихонечку начинаем вводить. Ввели часть, перемешали. Вот это все хорошо перемешали. Вот так. О.
Все мы маринуем, ребята. Говядина, свинина 3 дня. 3 дня в холодильнике, минимум 3 дня. Можно больше. Этого уже по вашему желанию. Но я мариную 3 дня. И еще чуть-чуть полностью ввел. Все. Перемешал в баночку, под пленочку. И потом покажу, что с этим все я делаю. Смотрите, какая красотища. Каждый вкус будет по-своему. Апельсин, апельсин, лайм, лайм, а специи специями. Все, увидимся, ребята. Сейчас, кстати, мы будем скоро готовить апельсин после этого всего. Ребятки, и вот замариновались наши джерки. Посмотрите, самые сочные, как всегда, это говяжьи, потому что действительно говядина немножечко в суше, она как раз посочнее. Здесь куриные, свиные и говяжьи. Аромат вам не передать. 3 дня. То есть 48 плюс 24, вы можете посчитать, сколько это будет. 72 часа они мариновались у нас в холодильнике при температуре в баночке. Пленочка, как всегда, закрыл, крышечкой закрутил. Температура была плюс 5 градусов. Вот так вот. Ребята, подготовил 3 противня сразу. И вот я просто на первом покажу сразу. Я вот решеточку подготовил. Почему решеточку я первую поставил? Допустим, курица более сухая, чтобы не текло. Я делаю на решеточке. Все остальное, говядина и свининку, я делаю на противне. Температура в духовке 50-60 градусов, 2 часа. А потом расскажу самый главный секрет. После 2 часов уже можно их кушать будет. Но некоторые могут еще как я говорю, мариноваться, не то, что да, они домаринованные, не приготовиться так, как нужно. Вот секреты я расскажу вам. И, конечно, займемся нашими апельсинчиками, как в песне «Апельсинчики, мандаринчики» и так далее. Все, смотрите, как я делаю куриные. Так же самое все остальное вылаживаю на противень. Здесь на решетку, а там на противень. Вот у меня здесь вот так вот тефлоновый коврик. Плотненько, рядышком, с друг другом. Разложу, покажу, как получилось. Вернусь к вам и все покажу. 3 противня покажу, а потом в духовку их. Пока уже ставьте греть духовочку. Да, 50-60. Да, не на 150 и не до 160, до 50-60 градусов. Если ваша духовка не позволяет этого, немножечко приоткрываем крышечку. Или дверцу. Ребятки, и вся кухня одесская покрылась ароматами наших джерков. Посмотрите, здесь у нас свиные, куриные, говяжьи. Все, отправляем, все их отправляю на 2 часа, на 50-60 градусов в духовку. А потом вернусь к вам и покажу, что буду делать дальше. Маленький секрет. Некоторые уже скажут готовы, либо скажут еще, либо повысьте, либо понизьте градус. И готовьте их до хрустящих чипсов. А я хочу сделать немножко другое, чтобы они тянулись. Ждите мой секрет. Ребятки, и вот здесь, посмотрите, джерки наши готовые. Говяжьи, вот под сеточкой. Свиные здесь у меня на столе. И дальше, конечно, курячие. Ребятки, и самое главное, то, что я вам говорил, не надо засушивать их в полный хлам. 2 часа и достаточно. Я еще переворачивал. Видите, посмотрите, какие они красивые. Их уже можно кушать. Ребята, кушать и наслаждаться. Но нужна выдержка. Выдержка и терпение. Мы берем вот такую штучку. У меня сетка. У каждого своя сетка, у меня своя сетка. И выставляем джерки. Вот они уже сухие. Выставляем джерки в сетку. Пусть они немножечко подвялятся. Ну и все. Мы вынесли все на подносах и занесли сюда воздушно. Ребята, посмотрите, какая красотища. Где-то на дня 4-5 и будем кушать. А может и 6. Расскажу вам все секреты. Наши джерки отправились в сеточку
вялится. И сейчас мы займемся апельсинчиками. Тоже у нас будут такие апельсины в карамельном сиропе сначала. И, конечно, потом мы их немножечко подсушим. И будет... Так, что нам нужно? Ребята, чайничек поставьте закипать, кастрюлька нам нужна, ножик острый, ну, соответственно, апельсины, напоминаю, сахара. Все описание, все ингредиенты будут в описании этого видео. Так, ну что, и где-то вот такой толщины, это где-то, наверное, 0,5-0,8 примерно, мы разрезаем. Чуть-чуть можно где-то толще, где-то тоньше. Вот так вот режем. Все, перерезаю и слаживаю в кастрюлечку. Без сахара, без ничего. Просто слаживаю кастрюльку. Резали мы наши апельсинчики, витаминчики. Красота. И заливаем где-то на 5-8 минут кипятком, чтобы апельсин отдал горечь в воде. Сливаем и вылаживаем на тарелочку соответственно, с полотенечком, чтобы вода впиталась с апельсинов высушиваемых. Можно на друшляк скинуть, сначала слить на друшляк, чтобы они стекли, а потом на салфеточку выложить. Все. Через 8 минут увидимся. Вот выложил часть уже, часть у меня на друшляке, часть сюда выложил, обсушиваю, ребятки. Дальше сильно обсушивать не надо, чтобы вода стекла. Я на друшляк, почему, чтобы вода стекла. Дальше что мы делаем? Мы берем вот кастрюльку нашу. На дно кастрюльки чуть-чуть сахара, ложечку буквально, так вот рассыпали. Сложили слой наших апельсинок. Так вот. Полностью слаживаю. Слой апельсинок. Есть. Следующую ложечку сахара посыпали наши апельсинки. Выложили следующий слой. Не забудьте, что добавляем буквально пару бутончиков гвоздики и палочку корицы для вкуса еще. Все, сейчас выложу это все и вернусь к вам. Все, переложил сахар, апельсинки, туда же посерединке кинул палочку корицы, гвоздичку, досыпаю остаток сахара. Вот так вот прямо посыпаю. О, щедро. Я жгу количество, все будет, ребята, у вас опишу. Все, нам нужно 200-250 грамм воды. Я сразу сильно много воды зажигаем конфорочку. Много воды не наливаю, наливаю вот часть, чтобы не покрыло даже, потому что апельсины что пустят сок, ребятки. Вот сейчас смотрю, если надо, я долью, сейчас посмотрю. Вот пока 200 грамм я налил, оставил там даже меньше, чем 200, давайте 200. Все, 50 оставил. Все, и смотрю, как они пустят, закипает, прикручиваем газ и на медленном огне варим где-то 1,5-2 часа в этом сиропе. В процессе включусь, покажу, как они уже варятся в сиропе. Все, готовы наши апельсинчики, готовы наши витаминчики. Посмотрите, какая красота. Сироп можно слить сразу, я потом оставляю его. Я беру вот каждый апельсинчик, противень, застелил, кружочек у нас стекает, и отправляю вот сюда на противень. Можно сразу слить. Я сироп в дальнейшем оставляю для приготовления мяса, потому что он немножечко будет горчить, но для мяса то, что нужно. Все, сейчас выложу и вернусь к вам, расскажу, при какой температуре это все делать в духовке. Выложили на противень, духовочку мы нагреваем до 70 градусов и где-то час плюс час подсушиваем, смотрим. Хотите более эластичный, пробуйте, смотрите, чтобы не пересушить. Но у нас еще, как всегда, для вас секрет после того, что в духовке произойдет. Все, ребятки, я вынул с духовочки, остудил уже наши апельсиновые кружочки карамельные, апельсинки в карамели. Видите, где-то мне немножко больше запеклось, где-то немножко меньше. Ну, принцип вот примерно я люблю вот такие вот, чтобы они не были засохшие.
И еще один секрет. Вот у меня есть сушилочка здесь. Джерки сушатся. Я сейчас на нижний уровень отправляю наши апельсинки и тоже немножечко подсушу. Джерки вялятся, а апельсинки как раз немножечко подсохнут, более станут такие, знаете, тянучие. И буду пробовать на вкус свой, чтобы не засушить, конечно, кожицу. И вернусь к вам, попробуем. Вот, ребятки, посмотрите, выложил на пергамент тоже, чтобы не прилипало к поверхности. Сейчас подровняю еще, чтобы равно. И на балкончик при температуре где-то 15-20 градусов они будут сушиться. И вот одна осталась, не засовывал. Хочу попробовать сразу, вот прямо как они есть после духовочки. Ребятки, мармелад отдыхает. Это натуральный апельсиновый. С чайком. Украшение на тортике, на пирожном. Он уже тянется, но чуть-чуть. Я хочу чуть-чуть посушить, но мне уже очень нравится так. Можно просто баночки сложить, доставать из баночки и кушать в холодильнике. Давайте дождемся еще сушеных и скажу мнение, как лучше. Когда они подсохли или когда они вот такие вот мармеладные. И наши джерки готовы с карамелизованным апельсином. Посмотрите, друзья, какая прелесть. Они в сеточке полежали, как я говорил вам. Они такие хрустящие, сухие, вот именно как тарань такая засохшая, вкусная. Ну что, будем по очереди пробовать. Я здесь себя позволил, с вашего разрешения, пенного налить немножко. Начнем пробовать с куриных. Показываю сразу. Вот они. Раз, разламываются, видите, как хрустики, как чипсы. Берем. Аромат неимоверный. Ладно. Кто понимает, берем жарку, запиваем пивом и размачиваем в пиве. Не пьем пиво, а смакуем джерку. Здесь вопрос даже не в пиве, а в этом мясе. Я попробовал с пивом, сейчас жую. Тонкая, нежная, вкусная, уже вязкое мясо. Ребята, я не сторонник, конечно, сухого мяса, но это имеет свое место на втором месте. Следующее место. Берем говяжью жарку, самую сухую. Вот возьмем самую сухую, вот серединки, вот тут она. О, какая красивая сухая жарка говяжья. Смотрите, какая красота. Как всегда, ломаю по жилочкам. Здесь уже жилочками. Если в курице жилочках нету, здесь и жилочка. Попробуем. Ребята, вы можете не засушить до такого состояния. Я люблю просто сделать готов пенного. Немножечко погонять по полости рта. И открывается другой вкус. Он просто острый, неимоверно. Знаете, такой... Я даже бы не сказал, что это смесь говядины и на полубарая. Баранину мы еще приготовим. Ну, а это уже вкусно, очень вкусно. Конечно, надо пена. Ну и следующий. Возьмем самый жирный кусочек. Ой, это свининка. Видите, она блестит. Переливается всеми вкусами, которые она впитала в себя. Берем кусочек. Это намного мягче. Мягкая. О чем говорить? Какой хамон, какой бекон.
Значит, есть свиные джерки. Даже пивом не буду запивать, не буду портить себе вкус, как говорится. Ну и сейчас самое главное. В серединке карамелизованный, засушенный, вяленый апельсин. Посмотрите, какая красота. Возьму прямо, наверное. Давайте еще пороемся так. Красивый такой возьмем где-то. О, вот такой вот. Смотрите, какая прелесть. Ребята, показываю консистенцию прямо на крупном плане. Видите, не хрустит ничего здесь уже. Здесь все нормально тянется. Пробуем. Ну и, конечно, с пивом. Я почему расскажу сейчас. Аромат корицы, гвоздики и, конечно, сочного апельсина с плантацией. Там, где была рабыня Изаура когда-то. Ребята, какие конфеты, какие пирожные. Когда будет у вас это кружочек на торте, либо на пирожном, вы забудете об этом. Вы просто будете кушать это. Ну и самое главное, вы помните название пива, которое называется каким-то плохим названием в домах. Вот настоящее пиво, которое с цитрусами, с фруктами и со всем остальным. Взяли, разжевали и получили это же обалденный аромат пива, но только в тонких нотках и вкусовых качествах. А с вами была Одессит на кухне. С пальчиками, с колокольчиками разбирайтесь. Люблю, целую вас, обнимаю. Вам всего самого хорошего и, конечно, вашим семьям здоровья, добра, мира, позитива. И до скорых встреч, друзья. Пока!